Свой 16-й студийный альбом фолк-рок-дуэт «Америка» выпустили в январе 2007 года. Альбом назывался «Here and Now». Альбом выходил только на CD, на 2 дисках. На втором диске была концертная запись, сделанная в 2005 году в студии XM. С выпуска предыдущего студийного альбома с оригинальным материалом Human Nature прошло 9 лет, не считая рождественский студийный альбом Holiday Harmony, выпущенный в 2002 году. Альбом Here and Now хвалят за теплое насыщенное звучание, в котором вместо тяжелых синтезаторов используются акустические гитары и гармонии, что напоминает о пике творчества группы в середине 70-х. Here and Now – это хорошо оцененное возвращение группы, сочетающее фирменное звучание софт-рока 70-х с современным продюсированием. Продюсерами альбома Here and Now стали американский автор песен, композитор, музыкальный продюсер и лидер группы Fountains of Wayne Адам Шлезингер и японско-американский рок-музыкант Джеймс Иха. Как вы знаете, он был участником группы Smashing Pumpkins. Эти продюсеры в своей работе сделали акцент на основные сильные стороны группы. Джеймс и я гордимся тем, что работаем с Джерри и Дьюи, объяснял Адам Шлезингер в официальном пресс-релизе. Они пишут вечные песни, и они феноменальные певцы и музыканты. И уже традиционно, как для последних альбомов дуэта, для записи альбома Here and Now был приглашен довольно большой перечень музыкантов. Среди них и те, кто уже давно играл с дуэтом, к примеру, Стивен Бишоп, Уилл Ликокс, а также кто впервые сотрудничал с дуэтом Америка. Это американский певец и автор песен Райан Адамс, мультиинструменталист и автор песен Бен Квеллер, Джим Джеймс и Патрик Халлахан, Мэтью Клаус и Айра Эллиот из Nada Surf и Марк Розо из Maplewood. Среди 13 песен альбома мы видим, кроме оригинальных песен, и 3 кавера. Это треки Indian Summer группы Maplewood из их альбома 2004 года, песню Golden американской рок-группы My Morning Jacket из их альбома 2003 года и Always Love, песня американской альтернативной рок-группы Nada Surf из их альбома 2005 года. Замысел был в том, чтобы попытаться освежить песенный материал и инструментальное исполнение свежими молодыми талантами. Запись альбома проводилась в студии в Нью-Йорке. Первый диск состоит из совершенно новых студийных записей, а второй диск содержит запись живого исполнения всего альбома History America's Greatest Hits, сделанную в студии XM 23 октября 2005 года. Правда, не в том порядке, в каком песни расположены на оригинальном альбоме. Все песни тщательно проработаны и хорошо исполнены, но ни один из треков не превосходит свои оригинальные студийные версии. Хотя весь альбом Here and Now, скорее всего, должен был представить дуэт новой, молодой аудитории, он не совсем оправдал высокие ожидания дуэта Америка. Альбом Here and Now не дает никаких откровений о группе или о том, как они повлияли на современных музыкантов. Но тихая природа этого альбома удобно сочетается с лучшими работами группы. Открывает альбом песня Джерри Бекли «Chasing the Rainbow». Сам Джерри Бекли об этой песне говорил: «Хотя песня кажется легкой по смыслу, я попытался затронуть некоторые более глубокие вещи. Песня о том, как мы всегда ищем чего-то лучшего. Я использовал эту аналогию о погоне за радугой и о том, как вы никогда не достигаете ее. При создании песни я приложил осознанные усилия, чтобы построить песню в типичной американской форме». Далее следует трек Indian Summer, который написал Марк Розо, с дополнительным текстом от Дьюи Баннелла. Дьюи Баннелл об этой песне говорил: «Indian Summer – это песня молодой группы Maplewood. Это очень удачный выбор для кавер-версии в сочетании с нашим звучанием, потому что она очень хорошо подходит к нашим вокальным гармониям, а образы в тексте очень визуальные. В ней есть что-то вроде Ventura Highway. Она очень точно описывала бабье лето. Я добавил еще 2 строки к 3-му куплету: размышления на море, светлячки на лужайке». В песне Indian Summer с Марком Розо появляется и Айра Эллиот. О своей песне «Один шанс» Джерри Бекли рассказывал:
Это песня, которую я написал довольно много лет назад. Она показывает, что иногда нужно добывать все те мелочи, которые у тебя есть. И это, возможно, моя любимая песня на всем альбоме. В ней довольно прямолинейная тема, которая затрагивает вопрос, действительно ли у нас есть только один шанс в жизни. Четвертая песня альбома – это песня Джима Джеймса Golden из альбома It Still Moves группы My Morning Jacket. О ней Джерри Бекли говорил, что это лучшая композиция на альбоме Here and Now. Вместо того, чтобы облечь мелодию в насыщенную реверберацией атмосферу, которой славится Джеймс, группа Америка предпочла сыграть ее в стиле Гарри Нильсона. Golden – это не просто самая узнаваемая песня для инди-слушателей, это еще и изюминка альбома Here and Now. В кавере Golden Джиму Джеймсу и Патрику Халахану из группы My Morning Jacket присоединился и Бен Квеллер. Дьюи Баннелл тогда писал: «Golden – интересная песня, она мне понравилась. В целом этот альбом нужно прослушать пару раз, потому что в нем много всего происходит. Golden кажется старой песней времен депрессии в пыльной чашке. Как автор вы пишете для своего собственного голоса. Когда я пою эту песню, кажется, что я использую другой голос». Пятый трек на альбоме – это песня Always Love, которую написал Мэтью Коус, вокалист и автор группы Nada Surf. Айра Эллиот и Мэтью Коус присоединились к дуэту Америка в исполнении этой песни. Кавер на эту песню стал довольно популярным. Ее использовали в Лагуна-Бич и нескольких других популярных местах на телевидении. Шестой трек Right On был написан Дьюи Баннеллом и Шлезингером. Дьюи Баннелл рассказывал об этой песне. Right On для меня самая близкая к року песня на этом альбоме. Райан Адамс играет на настоящей ретро-гитаре, а Бен Квеллер немного играет на электропианино, как Рэй Манзарек из The Doors. Я также играю соло в конце, это мое единственное электросоло на альбоме. Right On – это песня в ретро-звучании, в которой чувствуется психоделическое настроение 60-х. Песня Love and Living – это трек двух старых друзей – Джерри Бекли и Билла Муми. Немного ироничная песня Look at Me Now была написана Джерри Бекли. В ней рассказывается о парне, который расстался с девушкой, и он переживает об этом. Он пытается поговорить со своей бывшей, говоря: «Эй, посмотри, у меня все отлично, я чищу рубашку», и погладил туфли. Трек This Time – это результат совместного сотрудничества Дьюи Баннелла и Джерри Бекли. Джерри Бекли рассказывал: «Когда я в последнее время пишу с Дьюи, я создаю для него множество треков, чтобы он мог вернуться к себе домой и послушать, что он слышит и какие песни его вдохновляют». Трек This Time появился в результате такого сотрудничества. Он полностью создал сценарий, и это почти фильм. Пока мы записывали песню, Джеймс Иха, один из наших продюсеров, представлял себе видео. Текст песни – это замечательная история о том, как на этот раз мы все сделаем правильно. Здесь рассказ о коми-вояжере, который снова отправляется в путь и, прощаясь со своей женой, думает, что на этот раз у него все получится. Десятый трек альбома – это песня Work to Do, авторства Адама Шлезингера. Джерри Бекли вспоминал: «Мы выбрали Work to Do как очень яркий пример хорошей песни в стиле Fountains of Wayne. В ней очень сильные поп-элементы и отличная лирика. Мы попытались установить эту связь с нашими двумя группами, и Work to Do – хороший пример этого». Следующий трек альбома – это песня Джерри Бекли All I Think About Is You. Песня показывает, что это легкая и непринужденная версия американского фолка в стиле Нила Янга, живая и здорова. За ней следует песня Дьюи Баннелла Walk in the Woods. Дьюи о ней говорил, что это его самая личная песня на альбоме. Она полностью вдохновлена его новой жизнью в лесах Висконсина с женой и дочерью. Песня о прогулках на открытом воздухе, о прогулках по лесу. Альбом Here and Now достиг 52-го места в чарте альбомов Billboard. Это лучший показатель дуэта с 1982 года. Песни с этого альбома, такие как Always Love, Love and Living, Chasing the Rainbow и Right On, получили ротацию на радиостанциях в США. Стивен Томас Релевин в своем обзоре альбома Here and Now написал, что дуэт Америка считали, как и других калифорнийских исполнителей софт-рока, разбавляющими и извращающими идеалы фолк-рока, превращающими его в безвкусную кашу для масс. Второе издание Rolling Stone Record Guide оценило все студийные альбомы группы от 0 до 1 звезды. Некоторые критики писали, что дуэт стал бледной имитацией самого себя. Тем не менее, группа была популярной.
И это благодаря их безупречному мелодичному мастерству и легким атмосферным аранжировкам. Эти качества оказались долговечными. Их песни оставались основными на старых и новых софт-поп-рок радиостанциях.